В начальной школе города Остин класс готовился к необычному уроку. В этот день туда приехал профессор Роберт Уилсон, седовласый ученый, который 3 десятилетия преподавал в Принстоне, но сохранял теплую связь с родным Техасом. Директор школы Маргарет Браун организовала встречу с детьми, сидевшими за старинными деревянными партами. Профессор рассказал учащимся о мягком мальчике из их параллели, который из-за слабой речи и прежней болезни держался в стороне и часто становился объектом насмешек. Ученый предложил школьникам найти способ сделать Мика нужным и принятым. Задание показалось взрослым невыполнимым, но дети восприняли его как вызов. На переменах Джейк первым подошел к Мику и пригласил поиграть. Элли предложила попросить у него помощи в рисовании. Она слышала, что мальчик любит карандаши. Том объявил, что приведет Мика на свое ближайшее день рождения. Постепенно все одноклассники включились в дружеские жесты. Через несколько недель перемены изменились. Мик больше не стоял один, а рисовал на доске и учил других создавать яркие картинки. Ребята хвалили его талант и вместе защищали, когда кто-то пытался пошутить. Класс сплотился, а атмосфера стала теплее. Профессор Уилсон уехал с фотографией, на которой весь 4-й обнимал Мика, держащего в руках свой новый альбом. Снимок занял место на стене его кабинета. Ученый показывал его студентам и напоминал, что важнейшие открытия в человеческом поведении рождаются не в аудиториях университетов, а там, где дети без лишних слов выбирают доброту. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.